Я сегодня могу себя вести неприлично, Юль? Сколько можно подставлять людей? Душа будет гореть в аду. Все взяли в Китае. Опи***нули, что эта вся история пришла к нам из Европы. Надо же как-то подать свое дерьмище. Там кривые губы. Она так и показывает. Вот как я могу ретушировать. Что с этим будем делать, дорогие друзья? Год, по-моему, я веду себя очень культурно в сети, но мне это настоеб, если честно, очень жестко. Мир перманентного макияжа сошел с ума. Да и не только мир перманентного макияжа, вся земля просто отлетела конкретно. И начнем мы с первого, самого триггерящего меня. Пиздить чужие идеи и выдавать их за свои. Мир перманента просто этим напихан прям конкретно, по самые не хочу, по самые гланды. Люди выдают чужие идеи за свои, фотосессии выдают за свои, и прям даже текст такой же пишут. Короче, мне надоела история. Это было давным-давно, понятно, что мы там создатели моды в перманентном макияже, раньше я об этом молчала. Делали вот эти баннеры, да, с волосками за спиной. Ладно, кто-то спрашивал и говорил там: спасибо, можно я позаимствую идею? Я всегда говорила: пожалуйста, бери, ну как бы идея для того нужна, чтобы ее повторяли. Но когда человек берет чужую идею, а то есть моей компании, и выдает за свою, еще прям с пены у рта доказывая о том, что это моя идея и я здесь автор, я тебе, девочка, так скажу: ты здесь не автор. Тут вообще на этой земле ничего твоего нет, собственно, так же, как и моего. Но идеи поданы прям вот прям даже циферки и буковки одинаково поставлены. Вот это вообще беда, я считаю. Дальше история про то, что люди воруют чужие курсы, и мы никаким образом не можем на них повлиять. Массовые рассылки, сливы курсов. Окей, раньше это было как-то не прикрыто, но сейчас вплоть до того, что идут даже по моим контактам в телефонной книжке. Это как вообще возможно и как на это повлиять сегодня, я не знаю. Буквально недавно слили. Что там чувак нам сказал? Ну почему она в Италии отдыхает, а я вот здесь, я не знаю, может быть, за решеткой сижу, ногти грызу. Я, во-первых, в Италии не отдыхала. Вот эта глупость мирская на сегодняшний день просто вот тотально осточертела, я не знаю, что на эту тему еще сказать. Это касается бывших сотрудников, это касается людей, которые, ладно, никаким образом не относятся, людей зэков, которые сидят за решеткой и тоже таким образом зарабатывают деньги на тех людях, которые горбатят свою спину. Запускаем курс, человек покупает этот курс, и на следующий день слив. Разбазариваем свою аудиторию и говорим: бесплатная, бесплатная, бесплатная кормежка, нате, пожалуйста. И после этой хуйни всей люди идут на бесплатное, и потом в последний момент они говорят: а я там не приду на мероприятие, а я не приду вот сюда-то. Ну сколько можно? Это же тоже уже просто в печенках, в глотке сидит. Сколько можно вот таким вот образом подставлять людей? Это же уму непостижимо. Я еще раз повторюсь, что вы никогда в жизни не будете богатыми и удовлетворенными своей жизнью, потому что вы обесцениваете труд чужих, других людей, ну и, соответственно, скорее всего, вы также обесцениваете и себя. Это просто зеркальное отображение всего мира. Оно отображается в ваших глазах, в ваших действиях. Люди трудятся, команда трудится, а ее берут, просто обесценивают, сливают в помойку. Что с этим будем делать, дорогие друзья? Мы реально уже от этой боли максимально пришли к тому, что мы начали заниматься YouTube-каналом. Люди, перестаньте брать эти сливы, долбанные эти сливы. Перестаньте кормить людей. Все есть на YouTube. Обновленные мастер-классы, обновленные задания, обновленные про бизнес, разборы, где вы можете учиться бесплатно. Заходите и смотрите, не берите сливы, они уже просто задолбали. Поддержите реально людей, которые работают. Что нужно проговорить про качество образования? Качество образования оставляет желать лучшим. Курсов стало много, мы задали хорошую моду на онлайн-образование, про то, что говорить. Начали сливать, но даже вот это простая информация о том, что очень сильно надоело слушать умников, которые даже не знают о том, что в мире есть два вида желтых, которые добавляются в пигменты. Это теплый желтый и холодный желтый. Пигментологию подам всем и создателям брендов, чтобы вы учились и просвещались, и мастерам, которые не знают, как применяются, как удаляются цвета, как составлять хорошие миксы, как работать с перекрытиями, об этом обо всем
в колористике и в пигментологии пигментов. В следующих видосах появится обязательно. У нас мастера сегодня взяли чужую информацию, читают с субтитров или со своих писюлек, которые они стырили у создателей, и начали подавать. До конца информацию не зачли, что несут, сами они хрена не понимают. Несут настолько чушь, что просто уши вянут. Вот реально уши горят у меня, когда я слышу тот бред, который вы подаете. Вот этот тренд тоже запустили. И я хочу сразу же проговорить о том, что это настолько ахинея. Девочка берет латекс, удаляет на латексе разные бренды пигментов. Да, это очень крутая залипашка, и, возможно, безграмотный мастер подпишется на тебя, и да, ты будешь там какое-то время нести ахинею, а потом она будет плакать и просто искать себе нового преподавателя, потому что столкнется с огромным количеством нехорошо заживших работ, неблагодарных клиентов и косяков юридических, которые, однозначно тебя настигнут. Пигменты, во-первых, разных марок, во-вторых, разного состава, где-то органика, где-то неорганика. Человек не понимает, что такое вообще удаление разных цветов. 1064 линзу удаляет на минутку все цвета, все производные черного и синего. Соответственно, конечно же, теплый цвет виден не будет. Дальше. Остается там на дне оранжевый. О чем это вам всем говорит? Что это пигменты плохие? Некачественные пигменты? Или же нужно подумать о том, что растирая, во-первых, разные марки и разные подтона цветов, ты должна понимать, однозначно произведет резонанс. А кто дальше объяснит это все? И там под комментарием бренды, создатели брендов пишут, почему вы вводите в заблуждение народ, там еще что-то в этом духе. Мои пигменты вообще там не удаляются. Так о чем это? Может быть, о какой-то умной жидкой среде, в которой растворен сухой пигмент? Или все-таки от того, что этот пигмент из кожи не выходит? Там обычный Carbon Black, который не удаляется. Вопрос, почему? Объясните это народу. Почему такое происходит? И ведь самое интересное, что это видео залетает в топ, а там даже производители не могут дать четкий откат на эту тему и отпор, и объяснить, почему же все-таки в составе есть вот такой-то вот оранжевый, который не удаляется 1064. Очень многие бренды не заявляют вообще, что содержится в бутыльке. Я буду говорить на тему того, что есть производители, которые утверждают, что это минеральные пигменты, но почему-то вопрос, они не магнитятся. Чистые минеральные пигменты — это айроноксид. В пигментологии обязательно тоже это сделаю, прямо раскрою эту тему максимально. А почему некоторые чужие бренды добавляют в состав сырье, сяйку, не указано в ингредиентах? Почему такая херня? Это нельзя по законодательству. Все, что у тебя в банке, ты должен это заявить. Тату-индустрия. Нет такого органа, который будет ходить и проверять, что в банке содержится. Во-первых, почему этого нет? Потому что это очень дорого. Мы на эту херню заморочились. Я прям 100% могу сказать, что у очень многих брендов все, что написано на банке, это неправда. Почему они это делают? Они это не знают или преднамеренно они это совершают действие? Для чего люди такие мазали это в брови и говорят: смотрите, как минералы круто у них залетают. Это что, блядь, маркетинговый ход, что ли? Это бачок просто, а не маркетинговый ход. За это и обидно. А почему минералы вот у пестовой, чистые минералы, краснеют? Потому что люди настолько неграмотные в этой индустрии, молодая индустрия перманентного макияжа, а учителей просто дохуярд. Они же не знают эту суть, они же не знают, блядь, из чего что состоит. А может потому, что, блядь, вы хотите зацепиться за сильное имя, ну и каким-то образом свое говнище преисполнить на моем имени? Я-то могу дать определение того, почему красные минералы однозначно. В банке чистое сырье, по законодательству созданное, по всем стандартам и канонам произведено непосредственно в Казани. А потом вот в этих чатах: у меня здесь жопа вылезла, у меня здесь аллергия, у меня здесь вот это, у меня здесь вот то. Потому что никто из вообще людей, которые работают и открывают эти банки, не знает, что в составе. Мне кажется, даже сам производитель не знает, что в составе. Большая часть производителей, которые берет одно сырье в Японии, другое в Китае, другое там типа в Европе. В какой Европе вы взяли свое сырье? На минутку. Все взяли в Китае. Пизданули, что эта вся история, блядь, пришла к нам из Европы. Надо же как-то подать свое дерьмище. Мне буквально недавно тоже написали. А вас же из Европы погнали, потому что у вас были паленые сертификаты. Они откуда это вообще взяли? Откуда эти басни, откуда эта брехня вообще взялась просто у мира? Я, наверное, нахожу сегодня вот эту всю историю очень поганой, потому что люди, пытаясь продать, обманывают, относятся нечестно к своему потребителю, но, соответственно, они нечестно относятся к себе. Я могу все что угодно положить и продать это. Эта история веками
и десятками лет точно не работал. Не про карму даже, а про то, что тебя однозначно вскроют. И очень сильно хочется вскрывать сегодня вот эти фурункулы, которые нагноились. Не потому что нагнаиваются очень мощно. А дураков становится все больше и больше в этом мире. Вроде перманентный мир, очень крутая индустрия, которая прям развивается, она растет, расширяется, но насколько там много вот этой мифологии созданной неграмотными, это просто трэш. Вот вас лучше вообще не разбирать. Вот идите как хотите, что, собственно, сегодня у меня происходит. А создатель брендов, чтобы свое создание хоть каким-то образом продать, начинают расчленять своих конкурентов. Они начинают говорить: вот это не так, потому что ваше все говно, но мое вот хорошее. Это считывается, во-первых, людьми, у которых есть царь в голове, а те женщины, большая часть которых потребляет этот продукт, они не понимают, где правда, где ложь. Для них любой, кто пернул, кто стал порезвее, затем и правда. Чтобы продать свое, не обязательно обесценивать кого-либо. Чтобы продать свое, тебе нужно, во-первых, работать над качеством, над представлением и над увлекательной обложкой. Слушать, что говорят люди, которые пользуются продуктом, слушать негативные отзывы и работать над этим регулярно. И тогда, да, бренд будет расти и продвигать. Самый дешевый метод продаж. Не ходите к Машке, а идите ко мне. Самый стрёмный. Ты не можешь дать определение своему продукту. Сейчас уже нейросети есть, которые ответы даже может составить за вас. Почитайте хотя бы, поучитесь с подругой, пообщайтесь. Она вам расскажет, как надо отвечать и как продавать. Но знаешь, в чем прикол? В том, что эти люди даже запрос в нейросеть составить грамотно не могут. Потому что нет знаний, потому что нет образования и нет желания, быть образованным человеком. Отсюда и вся эта вакханалия, которая происходит не только, наверное, в перманентном мире, а вообще везде. Дай-ка я засру твое, дай-ка я буду 2 пигмента держать в руке и говорить про помол. Чушь собачья какая. Эти выходят быстрее, потому что помол мельче. Есть тут кто? Откройте, пожалуйста. И когда я слышу вот эти экспертные отзывы людей, не знающих химию, физику, поведенческие особенности того или иного пигмента в коже, у меня уши просто в трубочку сворачиваются. А ведь очень многие там аплодируют этой информации, понимаешь? Они же думают, что это правда, это же эксперт. У него есть деньги на камеру, значит, он экспертом стал. Мы состоим во всех чатах. Наши люди есть во всех чатах конкурентов. Самое стрёмное, что я не разрешаю в своем чате говорить плохое ни про свой бренд, ни про моих конкурентов. Это ниже моего достоинства. Знаете такую кисточку которая прошлась после перманентного макияжа по всем губам? После того, как расцарапали поверхность губ, красит ими всех вообще клиентов от мала до велика. Самое страшное, что это происходит даже на конференциях. Я как-то имела неосторожность проговорить это. Я смотрю, значит, у нас был как-то совместный мастер-класс. Она бежит и по всем отработанным моделям одной кисточкой и консилером затирает. А что если у одной из этих 15 человек гепатит С? Этой кисточкой после перманентного макияжа она наносит консилер. Показывает и продает свою кисточку. Это дешевый понт просто. Больше не знаете, как кисть продать? Вопрос: вы эти кисти удаляете? Очень сомнительно. Я имела такую неосторожность этой девочке сказать о том, что ты знаешь, что такое не делается. Почему? Я же ее 2 раза обрабатываю. Гепатит С двойной обработкой, что ли, у нас удаляется? Или все-таки Святого Духа вызывать и все методы стерилизации проводить поэтапно, чтобы гепатит С умер? И это просто повально. Зато люди учат перманентному макияжу. Перманентный макияж без медицинского образования – это норма сегодня считается. Но так ли это на самом деле? Незнание асептики, антисептики, кожи, строения кожи. В чате одна и та же история. Чем пользоваться после перманентного макияжа? Никто не знает, как заживлять, как обрабатывать. Никто ничего в этой жизни не знает. И самое главное, они пытаются вычленить информацию в общественных чатах, но не покупают образовательные курсы на тему того, как проводить стерилизацию мединструментария. Я думаю, даже на YouTube-канале это есть. Про ретушь нас вообще всех наебали. Я смотрю в этот раз везде, там кривые губы, просто кривые брови, и она так и показывает. Вот как я могу ретушировать. Девочка, которая делает перманентный макияж, она ведь может и красиво нарисовать изначально, а перевести корректно она не сможет. Технический бич тоже. Губы кривые, девчонка ушла, и губы кривые. Плачет, в суд собирается. А в других общественных чатах под ретушь ее фотографии выдают. Что это на меня там Валька хочет судебное дело, иск
если я вот такую красивую работу ей сделала. В моем чате девочка пишет, показывает фотографии без ретуши. А еще мне очень нравится, когда мастера, пытаясь продать свои работы, свои мастер-классы, услышали такой инструмент. Ну, ты в общественных чатах, где по 10 тысяч мастеров сидит, свои работы выкидывай и пиши, что это сделано этими пигментами. Они к тебе будут на мастер-классы записываться. А они забыли, что мы тоже во всех чатах состоим. Она и тут написала пигменты, там, допустим, одного производителя. В моем чате она пишет, что эта работа сделана моими пигментами. В третьем чате она пишет, что это сделано вот этими пигментами. А потом они говорят, а меня Алена Пестова из общего чата выперла. Зачем я должна терпеть эту нечисть у себя в чате? Для чего это? Кого обманывают люди? Вот такая молва, она очень быстро разносится. И закрывать на это глаза я как бы вообще не готова. Вообще не хочу и не буду терпеть. Диплом и сертификат, ребят, ну как бы это разные вещи. Заведение в реестр — это немножко другая история. И если у тебя нет педагогического образования, о чем вообще может идти речь? Когда был первый тренер, у нас была определенная там лицензия, которая давала право нам вести эти онлайн-курсы. Кто вообще сегодня из всех тех людей, которые есть на рынке, могут дать диплом тренера? И спросите у своего наставника, как он себя называет, есть ли у него вообще образовательные лицензии, как выглядит эта образовательная лицензия. Это опять вопрос к тому, что безграмотные настолько поддельные бумажки определить не смогут. Они сходили там в магазин печати, сделали вот этот вот диплом, и на нем там что-то написали им. Тебя куда внесли, ты как это вообще документ относится к тому, что ты хочешь получить от этого? У тебя что, есть право на преподавание? Прикол в том, что девчонки, они хотят вот это получить. Вопрос, для чего это нужно? Для того, чтобы ты это на стену положил или в сети сказал, что ты тренер? Или тебе нужен, действительно официальный документ? Очень прикольно, как люди хавают всякое дерьмо в сети. Ой, вот она там поверещала, рассказала. Она вот такая харизматичная внешность, поэтому у нее нужно купить курс. Очень сложно доносить людям через вот такой вот обычный ровный контент ту базу и основу и знания, которыми обладаю я. Ну, наверное, не просто так я там Алена Пестова, создатель кучи брендов, владелец бизнесов, об этом сижу и говорю. Наверное, не просто так, да, мы там воронки эти создаем про продажи. Ведь они все думают, что они купили свой сертификат за 100-300 тысяч рублей, и что они смогут продавать, а дальше удерживать этих клиентов. Мы рисуем брови, девочка пришла вообще без бровей. И моя ученица говорит, давай пошире ей сделаем. Я говорю, если мы сейчас ей сделаем пошире эти брови, то она будет плакать около зеркала. День и ночь будет плакать, потом удалять пойдет, потом молва по городу пойдет, что ей набили брови, не знаю, какие страшные. Сделали тонкие брови, аккуратные, чтобы человек привык к себе. И это считается нормально. Но что, если природой даны широкие брови хорошие? Неужели мы не можем сделать пудровую хорошую растушевку? Это что считается? Некрасивость. И когда я там выкладываю такие работы с широкими бровями, мне говорят, ужасные брови. Они считают это за правду, не давая оценки. Каждый из этих мастеров, они должны понимать, что большие деньги – это не всегда про обесценивание. Большие деньги – это тогда, когда ты оцениваешь себя и получаешь хорошие результаты. Когда ты можешь быть полезным обществу. Ты не можешь там у мира взять больше, чем ты туда отдал. Учиться надо регулярно. И познавать, не верхушки брать, а фундамент рассматривать. У тебя не будет вопросов ни по пигментам. Ты можешь легко, простыми способами, определить, что у тебя там в составе. Ты можешь читать CI. Тебе никогда никто вот эту чушь не воткнет, потому что ты будешь понимать, откуда что начинается и кто это вообще делает. Здесь не про базовый курс. Это все есть в интернете. Учитесь, сравнивайте, учитесь, узнавайте. Вы же можете даже консультацию у химиков брать, если у вас есть какие-то вопросы. Это не обязательно делать у девочек, которые вообще не относятся к химии никак. Эту индустрию, ее нужно разбирать с профессионалами.